This is Mambo of Jamaica Music Group. Big up all the viewers from Jamaica and around the world. Welcome to the Kingston Custom Garage Mini Russian feature. Today we will be showing you a few Soviet-era cars. Привет, Алексей. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, что это за машина? Это ГАЗ-21 66-го года выпуска. Такие машины выпускались с 60 по 70-й год. В каком изначальном состоянии был автомобиль? Изначально, можно сказать, голый кузов был. Печальные колеса были, не покрашенные. Кузов пескоструился, красился. По электрике работа были, по капиталили двигатель, колеса покрасили, отпескоструили также. В принципе, машина еще не доработана, есть над чем работать. Потолок, там по электрике какие вопросы есть. Много еще работы. То есть вообще все работы по автомобилю своими руками? Да, своими руками захотелось приобрести такой автомобиль. Иномарку я всегда успею взять, а такой автомобиль он для души. И собрать изначально вообще своими руками, просто не загонять ни в сервис, ни куда-то там, чтобы кто-то сделал, а конкретно своими руками. Насколько сложно вообще восстанавливать такие машины? Насколько сложно найти запчасти? Запчасти, довольно-таки сложно, надо заказывать или идет запчастиный отдел, особенно по хромированным деталям. Они особо дорогие, бампера, решетки, зеркала, вообще хромированные, магнитолы, в основном хромированные детали очень дорогие, и хромируют на заводах. А сейчас этим, такие детали не хромируются. Это или на заказ хромируют, или надо на заказ, есть конторы, которые устанавливают. Так, по запчастям подходит по двигателю, например, подходит от УАЗа. Брал я на донор еще одну Волгу, с нее также снимал, переставлял сюда, также перекрашивалось, все переделывалось. Готов ли ты был бы продать такой автомобиль, и если готов, то за какую сумму? От какой суммы? Пока не готов я продать ее, я делаю ее для себя, собираю для себя, это автомобиль для души. В крайнем вообще случае буду продавать ее. А так я ее собираю для себя, для души, И финальный вопрос. Расскажи какую-нибудь курьезную, интересную ситуацию, которая либо за время реставрации произошла, либо за время владения автомобилем. Была такая ситуация, также выехали покататься, подъехали также сюда, стали вечером, сходили в кинотеатр, вернулись, и машина перестала запускаться. Я не так соображал еще на то время, то, что в чем проблема была. Начал лазить под капотом, в карбюратор полез, еще что-то много запчастей съездил до УАЗовского магазина, бронепровода купил, по электрике думал то, что поменял много чего, а оказалось то, что просто было в зажигании здесь плюсовой провод. Я полдня здесь провозился с ней, и оказалось то, что просто проводок открутился, и машина просто не запускалась. Поправил провод, раз запустилась, и поехал, все. Такая история. Понял, спасибо за беседу. Привет, Игорь. Подскажи, что это за машина? Это Волга, ГАЗ-21, 67-го года выпуска. А в каком изначальном состоянии был автомобиль? В принципе, визуально в этом же состоянии был. Переделке я подвергал салон, то есть переднего дивана не было, были раздельные кресла. Получается, коробка стояла уже нового образца от ГАЗ-3110, ступенчатая. Ее убрал, двигатель родной перебрал, поставил, тоже другой мотор стоял, салон, передний диван нашел. Двери переделывал, руль. То есть, соответственно, ты сам все работы вел по восстановлению автомобиля? Да. И насколько сложно было? Салон отдавал, перешивал в мастерскую. А остальное все по мере возможности сам. А насколько сложно было найти запчасти?
Ну, смотря что, например, вот радио в течение года искал, причем в интернете там цены такие от 3,5 варьируются, и как бы внешне там не в самом лучшем состоянии. Мне удалось вместе с панелью приборов за 1000 рублей радио вот купить, то есть оно само по себе не рабочее, но визуально там интерьер дополняет, что не пустая дыра, как в те времена, как изначально было. Сигналы родные, вообще в другой город ездил, там забирал 100 километров, так дела. Вот так не особо задорого. А расскажи какую-нибудь интересную, необычную ситуацию за время реставрации, которая произошла, либо за время владения автомобилем. Да особо-то таких ситуаций не было, там, нештатных. Поговорка есть такая, вот, трогай то, что там работает, не надо это чинить, там, как-то усовершенствовать, потому что попытался там немножко усовершенствовать после капремонта, протянуть головку блока цилиндров, в итоге сломал шпильку, пришлось по новой двигатель доставать, там, возить токарю все это, чтобы посверливать. Так объемно получилось, и непредвиденно, самое главное. И, наверное, финальный вопрос. Как ты считаешь вообще движение ретро-автомобилей в России насколько развито? Ну, в целом, я думаю, в последнее время развитое, но все больше и больше развивается. То есть интернет-мониторю смотрю. Почти в каждом крупном городе есть любители ретро-автомобилей. Они клубы создают, то есть постоянно там на покатушки выбираются, на открытие сезона, на какие-то городские мероприятия. Довольно все успешно у них получается тоже, поэтому тоже удачи, успехов. Понял. Ну, все, спасибо, Игорь. Привет, Илья. Привет. Расскажи, пожалуйста, что это за машина? Победа М20 56-го года выпуска. А в каком изначальном состоянии был автомобиль, попал? Ну, автомобиль стоял года 3 без движения перед тем, как я его купил. Ну, поставил новый аккумулятор, он, в принципе, сам завелся, я на нем уехал. Так, тогда следующий вопрос. Насколько сложно было вообще реставрировать и насколько сложно было доставать запчасти к этому автомобилю? Ну, сложно назвать реставрацией этот автомобиль, потому что здесь очень много новодельного, неоригинального, начиная с мотора, там, заканчивая ходовой частью, там, магнитолой, поэтому особых сложностей не возникало. Конечно, если бы восстанавливал под оригинал, то было бы намного сложнее и дороже. Вопрос, какие изменения были выполнены с двигателем, ходовкой и коробкой? Ну, мотор стоит от немецкого автомобиля, от BMW, коробка тоже автомат от BMW, а ходовая часть от современных автомобилей Volvo. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь курьезную или запоминающуюся ситуацию, связанную либо с реставрацией, либо уже именно с владением автомобилем. Ну, какую-то одну историю сложно вспомнить, сложно выделить. Ну, вообще, как правило, во-первых, люди очень хорошо воспринимают ретро-автомобили, хорошо к ним относятся, интересуются, любопытствуют, просто фотографируются. Это раз. И второе, ну, инспекторы ГИБДД, наверное, полиция наша доблестная, довольно-таки хорошо относятся к таким автомобилям, к водителям таких автомобилей, даже к каким-то мелким нарушениям. То есть, ну, вот, наверное, это один из плюсов. И тогда вытекающий финальный вопрос. Расскажи твое мнение вообще в целом, как ты считаешь, насколько развито движение владельцев ретро-автомобилей в России? Ну, я думаю, на самом деле сейчас это набирает обороты, люди начинают этим интересоваться, и как-то машин все-таки старше там 30-40 лет на дорогах стало намного больше, потому что когда я купил, это, не знаю, было в 2007, по-моему, году, я, по-моему, был единственный вообще, кто этим увлекся, кто этим интересовался и купил какой-то ретро-автомобиль, чтобы его восстановить. Тогда еще это, все считали эти машины просто обычными старыми ведрами. Ну, а сейчас их уже достаточно много, даже судя по тем пробегам, что мы ездим ежегодно. То есть с каждым годом становится все больше, поэтому я думаю, что народу интересно, народу это нравится. Понял. Все, спасибо большое за беседу. Вам спасибо. Subscribe to the Kingston Custom Garage channel on YouTube to see more cool videos like this.